Никита Олегович, братания практически. Ну, я не верю в это. А говорили, Минск не работает. Слушайте, вот господин Проханов говорит о том, что два славянских народа. Но так часто здесь говорят про Соединенные Штаты Америки, что ключ решения там, что как-то вдруг забыли. Вроде американцы — это не славянский народ, и по моим ощущениям у них нет никакого Смотря желания. в каком районе Америки. Да, абсолютно верно. Поэтому у меня нет никакого ощущения, что это будет каким-то прорывом. Да, славянские народы к чему-то стремятся, но пока не будет договоренности с тем самым, как вы называете это, Вашингтонский обком, или вот Николай это так часто достаточно говорит, то, естественно, никаких подобных инициатив, они не станут основой для взаимоотношений между Россией и Украиной, к сожалению. Я хочу напомнить, что 16 января на Украине будет проводиться второе чтение по закону о реинтеграции. И иными словами, этот закон может привнести следующее. Нас назовут агрессором и фактически дезавуируют тот самый Минск, потому что мы не сторона конфликта, а агрессор. Да? Соответственно, выстраивать отношения это практически невозможно. Иными словами, плюс к этому в этот закон включают Крым, который мы сейчас пытаемся отделить от Донбасса и сказать, что вот эту тему мы закрываем, ну и она не рассматривается, а Донбасс мы ведем переговоры. А украинцы хотят объединить эти два вопроса. Они чувствуют определенную слабость России и уязвимость, в том числе в рамках избирательной кампании. В связи с этим, я думаю, что они будут продолжать давить на это обстоятельство. Мы также не совсем верим в эти договоренности. Сегодня Шойгу, министр обороны, на селекторе заявил о следующем, что нашим приоритетом по развитию границы и вооружению границы является Арктика и западная граница с Украиной, соответственно, на Донбассе. Иными словами, мы там выстраиваем подготовку, в том числе для защиты своей собственной территории, потому что это же Министерство обороны. При этом господин Полторак, министр обороны Украины, заявил о следующем, о том, каким образом перевооружилась украинская армия. Теперь там действует 668 стандартов НАТО, там работают официально 66 иностранных советников, причем разным образом. С успехом на Украине сейчас идет фильм «Киборг» об защите... С переменным успехом. Киборги, в некоторых залах там... залы, я да что вы говорите? Ну это вы Я лично ходил со всей семьей. Полные залы. Абсолютно. Я ходил туда, не знаю, что вы читаете. Общественное мнение на Украине совершенно не такое, чтобы приветствовать вот этот подход. Армия является самым воспринимаемым общественным и гражданским институтом на Украине. Армия, которая сейчас продолжает бомбить Донбасс. Армия, которая сейчас в том числе несет потери. Вчера украинцы потеряли одного человека убитыми, и мы получаем снаряды туда. И вы говорите о том, что у нас есть какое-то перемирие. Вы понимаете, что у них там 19 новых образцов вооружений. Они выстраивают то ли линию Мажино, то ли линию Маннергейма. Иными словами, этих договоренностей не существует. И России сейчас не нужно отпускать Донбасс, потому что в противном случае мы потеряем с этими настроениями и Украину в том числе. И Соединенные Штаты пока еще не расторговались с Россией по Сирии, КНДР, по санкциям, по Европе, по большому геополитическому переделу, тоже не отпустит эту ситуацию, потому что самая главная точка давления на Россию – это Украина. Спиридон Павлович, а еще сегодня... Что касается и того, что говорил Никита, и то, о чем говорили вы. Понимаете, в Украине настроение людей и действия власти, они абсолютно нигде не пересекаются. То есть люди, которые представляют нынешнюю власть, принимая вот такого рода законы, о которых говорил Никита, они прежде всего защищают не интересы страны, не интересы народа, а свои интересы. То есть пытаются задним числом узаконить все то, что они совершили с периода 2014 года по сегодняшний день. Нормально прийти на программу, начинать говорить про кошечек, собачек или что-то еще. Почему Вас кошечек, пригласили собачек? на Это... программу про Украину. Никита Про Олегович, обмен. Никита Вы Олегович. здесь устроили площадку для того, чтобы рассказать про ростовских шахтеров, которые 2 года не могут приехать. По всей стране это происходит. Краснодарские фермеры или что-то еще. Платон. Давайте об этом сейчас вспомните. Ну, вас сейчас пригласили как эксперта по этой теме. Давайте срочное сообщение прочитаем. Илья Георгиевич, исполняющий обязанности главы ЛНР Пасечник, заявил, что подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом. Это что касается ЛНР и ДНР. Есть Красота спасет мир звучит лицемерно. Мне кажется, что вот это наша большая ошибка России. Когда мы посчитали, что Украина это вот такой один народ, что там обсуждать? Или это другие, да что там обсуждать? Ой, Никита Олегович, вы покаяться решили? Пожалуйста, Смотрите, первые кадры с места обмена у нас появились. анализ сменился лозунгами. У нас патриотизм сменил вот ту самую аналитический подход.
Украина, мы посчитали, что А у нас не правая часть сменил. Днепра вдруг встанет под триколоры. Мы посчитали, что развалится Украина. Этого за 4 почти года не произошло. И не произойдет никогда. И чем больше мы будем с вами вот это вот думать, что это единый народ, что стоит управлять ним так, как мы это делали всегда, Богдан Хмельницкий и так далее, чем быстрее Украина уйдет от нас окончательно. Здесь с Вадимом я определенным образом согласен. Лишь только в тот момент, когда мы сместим акценты и посмотрим на эту страну как на равноправного партнера, и тогда мы можем говорить о едином государстве, Николай. Только через этот путь, а не через давление, которое мы 4 года сейчас оказываем. И в ответ мы получим этот закон об реинтеграции и понятие и статус агрессора. Только таким образом. Поэтому Украине, никакие да, триколоры статус они не агрессора. станут. Русские люди, на русском языке украинцы делают патриотизм украинский, на русском языке. Вы понимаете, в чем дело? Именно так сейчас происходит на Украине. И нет там пророссийской позиции, к сожалению. И когда вы говорите о Захарченко, мне очень печально. Это действительно не так. Он является врагом для современной Украины. К сожалению, и наше рассуждение, Александр Андреевич, которое вы говорите, ведут нас к дальнейшему провалу в отношениях с Украиной. То, что делает Затулин, Марков и так далее. Если мы питаемся их пониманием отношения в Украине, это провал. И в какой-то момент они просто уйдут от нас. И мы построим там стену, которую строит Трамп между нами и Мексикой. К сожалению. Да что ж такое, Я Трамп вам между скажу нами и еще Мексикой. одну